Всем привет! Меня зовут Настя. Сегодня я делаю немножко другое видео, не такое, как обычно. Вы все сказали, что не против посмотреть кукинг, поэтому я решила показать вам, как я делаю вкусные слойки с яблоком или с любой другой начинкой. Нам понадобится слоеное тесто. Обязательно смотрите, какое вы берете, дрожжевое или бездрожжевое. Я беру бездрожжевое. Сливочное масло, яблоки. Я беру обычно 3 или 4 яблока среднего размера. Сахар, яйцо и мука. Разморозка теста занимает примерно полчаса, поэтому прежде чем начинать делать что-то еще, мы должны оставить наше тесто размораживаться. Оставляем пластины оттаивать примерно на полчаса. Желательно сверху накрыть пластины влажным полотенцем, для того, чтобы поверхность теста не заветрилась. Пока тесто размораживается, мы как раз можем подготовить яблоки. Первым делом нужно очистить их от кожуры. Лучше всего использовать вот такую обычную овощечистку, потому что кожурочка тогда снимается очень тонким слоем, как раз что нам и нужно. После того, как яблоки очищены, осталось вырезать из них сердцевину и нарезать на маленькие кубики. Обычно я нарезаю яблоки на кубики толщиной где-то чуть меньше 1 сантиметра. Не могу сказать, сколько это точно. Но если вы не любите, чтобы попадались кусочки яблок, то можете порезать еще мельче. Теперь включаем нашу плиту, разогреваем сковородку и будем делать карамельные яблочки. Яблоки необходимо пожарить на сливочном масле. Ну, примерно вот столько будет достаточно, я думаю. Я не знаю, сколько это в граммах. Все время беру на глаз. Ставьте небольшой огонь. К этому количеству яблок добавляем 2-3 ложки сахара. Время от времени я проверяю тесто, как оно себя чувствует, насколько оно разморозилось, и переворачиваю его. Но предварительно нужно поверхность немножко смазать мукой, чтобы она не прилипла у нас к коврику. Еще пока тесто не до конца разморозилось. Пока тесто еще не разморозилось и яблоки еще не готовы, можно подготовить противень. Я обычно использую пекарскую бумагу, не нужно смазывать противень ни маслом, ни там водой, ничего не пригорит, и он будет чистый. Бумага примнется слойками, поэтому ничего страшного, что сейчас она поднимается обратно. Обычно я немножко посыпаю бумагу мукой для того, чтобы слойки все-таки не прилипли, потому что бывает, что тесто еще не до конца разморозилось, и когда мы перекладываем слойки на бумагу, оно немножко липнет. Начинка должна остыть, поэтому как раз пока тесто заканчивает размораживаться, начинка остынет и будет, ну, если она будет немножко теплая, ничего страшного, но она не должна быть горячей. Когда тесто становится эластичным, значит, оно, в принципе, готово к лепке, поэтому можем приступать. Слоеное тесто обычно не раскатывают, но если вы все-таки решили его немножко раскатать, то делать это нужно только в одном направлении, потому что иначе вы нарушите структуру. Об этом всегда пишут на упаковках, и не нужно пренебрегать этим правилом, если вы хотите, чтобы у вас получились пышные, объемные слойки. Я все равно раскатываю в одну сторону немножко, для того, чтобы тесто было более эластичным, гибким и легче было из него лепить слойки.
Из одного пласта теста у меня, как правило, получается 4 слойки. Я делю его пополам вдоль. И поперек. Используйте острый нож, потому что если нож будет тупой, то опять же слои соединятся и нарушится структура. Так, у нас есть 4 заготовки. Представьте, что складывать слойки мы будем вот так. Поэтому одна сторона это у нас низ, вторая вверх. Отступаем примерно сантиметр от края и делаем прорезь. Отступаем каждый раз по сантиметру, у нас получится 4-5 прорезей. Вот так. Накладываем начинку. Яблоки как раз немножко остыли. И карамель немножко начинает застывать тоже. Накладывайте очень осторожно, чтобы сок не растекался. Иначе после того, как вы залепите слойки, они могут обратно разойтись. Накрываем и аккуратно залепляем. Вот сок уже потек. Надеюсь, что ничего страшного не произойдет. Обычно после того, как я залепила пальцами, я еще прохожусь вот так вот вилочкой. Прорези иногда слипаются, поэтому можно аккуратно ножом напомнить ему, где они были. Первая слойка готова. И можно ее перенести на противень. Пока вы лепите слойки, самое время поставить разогреваться в духовку. Моя электрическая духовка нагревается приблизительно 10 минут. Этого времени обычно как раз хватает, чтобы слепить 8 слоек. Для начала нам нужна будет температура 220 градусов, а затем, буквально минут через 10 после того, как мы поставим слойки, мы убавим температуру до 180. Кстати, в случае с квадратными пластами как раз удобно, что после того, как мы раскатаем, у нас получатся не квадратики, а прямоугольники, и их удобно будет залеплять именно в такой форме, которую я делаю. Пополам. И еще раз пополам. По желанию, если вы любите, сверху можно еще посыпать корицей или добавить еще ложечку сахара, если вы любите послаще. Если вы заметили, что слойки у вас расходятся или вы не можете их нормально залепить, то некоторые пользуются такой хитростью. Можно смазать края там, где вы будете залеплять, взбитым яйцом. И тогда, по идее, слойки должны залепляться лучше. Но лично у меня всегда получается наоборот. Я пробовала смазывать яйцом, и после этого слойки, наоборот, расходились.
Взбиваем яйцо. Чтобы слойки получились румяными, обязательно нужно смазать их сверху яйцом. Совсем немножко, не нужно переусердствовать. Если вы брали дрожжевое тесто, то после того, как вы сделали слойки, нужно дать тесту настояться примерно полчаса. Если у вас бездрожжевое тесто, как у меня, то слойки можно сразу отправлять в духовку. Прошло 10 минут, и теперь мы переключаем на 180 градусов. Слойки горячими необходимо переложить на тарелочку и уже там дать им остыть. Слойки готовы, осталось только дождаться, пока они остынут, и будем пробовать. Получилось очень сочно и вкусно, и все хорошо пропеклось. Что ж, я надеюсь, вам понравилось это видео, все было просто и понятно. Если вы будете делать такие же слойки, то обязательно напишите мне, присылайте фотографии. Увидимся с вами очень скоро. До новых встреч. Пока! Каждый раз, когда я начинаю снимать, соседи начинают сверлить. Сегодня не исключение. Поэтому заранее извиняюсь, если где-то все-таки я не смогла попасть в перерывы между их сверлением. Это нереально.